Дорогие друзья, в связи с лесными пожарами мне люди пишут и просят оберег от огня, от пожаров. Я дарила обереги от пожаров, но там были в общих ритуалах дела хозяйские, дела семейные. Я там дарила обереги от пожаров, но хочу подарить очень сильный заговор, очень сильную защиту от пожара. И он очень действенный, он основан на древних традициях заклинания. Поэтому он работает очень быстро. Хочу вам сказать, что те пожары, которые вы сейчас видите, вы помните, изначально года было сказано, что они будут. Но и вспомните, что сейчас год сиятельного льва. И не буду объяснять, почему, как. Кому интересно, откройте предсказание 2021, «Ведьмина изба», и там все сказано. Давайте не буду каждый раз повторять, почему не быка, почему льва и так далее. А лев, он хоть и свирепый, но жертв своих выбирает. Лев не нападает абы на кого, на всех подряд. Так вот, пожары. Пожары случались всегда. И более страшные, разрушительные, катастрофические пожары во все века. Природа очищает одну часть, обновляет другую часть. Это звучит страшно, но, к сожалению, для природы это норма. Природа обновляется, как и люди. Умирают люди, рождаются другие люди. Пожары могут из-за аномальной жары, из-за безмозглых туристов, которые там кидают черти что. Даже стекла, которые вы кидаете в лесу, они могут привести к пожарам, если очень сильное солнце, и лучи солнца с помощью стекла создают искру. И этого достаточно, чтобы лес просто запылал. Конечно же, очень больно, очень жалко животных. Почему я так говорю? Потому что человек может спастись. Все в руках человека. А животное себя защитить не может. Поэтому жаль. Ну и людей, естественно, жаль, понятное дело. Но люди в последнее время не лучше себя показали и удивляются, почему кара богов все время сыпется на их головы. Сейчас происходят пожары в одной из южных стран. И вы знаете почему. После некоторых событий, бесчеловечного отношения к людям, внедрения в их земли, после убийства определенным оружием, которое сжигало людей живьем, они просто теперь на себе испытывают, что такое гореть живьем. Не злорадствую, просто говорю фактами. Знаете, как сказал один из великих, проливая чужую кровь, готовься платить своей кровью. Марк Аврелий сказал, Цезарь. Невозможно, делая зло другому народу, самому быть счастливым. Мы говорим о простом народе, а этот простой народ выходил на улицы с требованием уничтожить, растоптать, стереть с лица земли другой народ. Помните, да? Во всех странах специально организовывали, выходили, у себя в стране выходили, требовали уничтожить другой народ, совершенно уничтожить без жалости. И почему они удивляются, что сейчас природа, мироздание, боги уничтожают их страну? Хотя это не их страна, всего 600 лет, как их страна. Это была Византия, Киликия, Западная Армения. Я к тому, что не удивляйтесь. Кара богов, знаете, когда слишком летишь высоко и сравниваешь себя с богами, имеющими право вершить судьбы других народов, то боги тебя остановят. Они тебя вернут
на место и скажут: не ты создал, не тебе уничтожать эти народы. Так что учтите этот факт. Это первое. Второй момент. Не исключено, что найдутся психически больные люди, которые захотят просто начать поджигать леса. Для чего? Может быть, месть, солидарность, так скажем. А может быть, перекинется огонь с одной стороны на другую. С одной стороны, очень сильно зависит и от государственных мужей, как они реагируют быстро и тушат. Лес – это не только богатство, лес – это лицо страны, лес – это флора и фауна. Не будет леса, не будет реки, потому что влага удерживается деревьями. Не будет реки, и превратится это все в пустыню. Люди будут уходить с этих мест и так далее. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому, естественно, остановить вовремя стоит. Но там, где сказано было, там не остановит, там будет дальше гореть. Однако, этот оберег, я думаю, что нам всем нужен, всем людям. У нас есть дома. И хочу вам сказать, что вот этот оберег, похожий на этот оберег, я когда-то дала одному человеку. Одно время поджигали офисы специально для того, чтобы потом эти земли купить. Там такие фирмы хотели построить санаторий или что там, не помню сейчас, профилакторий. И вот людей заставляли продать за копейки. Кто не соглашался, эти здания, значит, жгли. Знаете, что интересно? Он начитал на свой офис, все здание сгорело, кроме его офиса. Конечно, один он там уже работать не мог в этом офисе, но он начитал на офис свой. И офис не сгорел. Потом восстанавливали долго и так далее. Вот до такой степени оно сильное. Дорогие друзья, все, кто меня слышит, все, кто увидит этот оберег, раздайте своим, отдайте всем. По крайней мере, все, кто начитает, у них в регионе, у них в городе, у них в селе лес не сгорит и дома не сгорят. Пожар обойдет стороной. Если, например, в России меня услышат 10 тысяч человек, и 10 тысяч человек начитают оберег на свое село, на свой лес, на свой дом, то 10 тысяч поселений могут спать спокойно. Не получится. Даже если кто-то нарочно это захочет сделать, у него это не выйдет. Теперь хочу сказать тем людям, которые считают, что в этой стране, где сейчас пожары, что специально поджигают. Дорогие друзья, невозможно столько поджигать. Лес так поджигать нереально. Это природное явление. То, что кто-то берет на себя ответственность, ну, это понятное дело. Всегда, когда что-то творится, кто-то хочет на этом себе имя сделать, хоть и дурное, может быть, берет на себя ответственность. Никто не ответственен за это. Это природный катаклизм, это природное явление. В данный момент это природное явление. Оно вспыхивает в разных местах, регионах. Невозможно так поджечь лес, чтобы полстраны горело. Нереально. Можно какой-то маленький гектар и так далее. Но таким образом, это такое явление, которого не было, ну, по крайней мере, в истории человечества, в памяти человечества, ну, на той земле, где они сейчас живут, скажем, в Византийской империи, да, за всю историю Византийской империи такого катаклизма не было. Ну, я, скажем так, наберусь смелости и скажу, в ближайшие 3000 лет такого не было, чтобы в стране в разных местах
просто пылал, и пожар невозможно остановить. Не получается. Он просто сжирает. Такое ощущение, как будто небесная кара съедает и уничтожает. Конечно, она перекинется, к сожалению, и немножко на другие страны, но там потушат. Там обойдутся малой кровью. Потому что не им предназначена эта кара. И они смогут потушить. Вы замечаете, что даже не тушится этот пожар? Она сжирает и идет вперед. Еще раз говорю и повторяюсь, я жалею тех, кто сам способен пожалеть. Даже в это время они выставили обгоревшие тела наших солдат и высмеяли их. Даже в такой момент. Вместо того, чтобы раскаяться и попросить прощения у богов за злодеяние, быть может, они, знаете, сменят гнев на милость и остановят огонь. Но даже в этом положении они находят в себе наглость и циничность выставлять сожженные тела наших солдат. И чем больше они это делают, тем с большей страшной силой разгорается у них пожар. Надо задуматься. Я вам еще раз говорю. Помните в древние времена, что делали люди, когда видели, что боги гневятся? Либо засухой, либо наводнением, либо чем-то еще. Они каялись, просили прощения у богов. Шли к жрецам узнавать, в чем их вина, что они не так сделали. Приносили им жертву, чтобы это остановить. Просто народы настолько обезумели, настолько отупели, что они не понимают, что единственный выход остановить гнев богов – это попросить прощения за свои черные дела, а не наоборот усугублять. Это начало. Там после пожаров будет землетрясение и очень сильное. Оползни начнутся. Жуткие оползни. Камнепады. Оползни же тоже невозможно организовать, правда? Рушится страна. Она будет разрушаться. Потому что та кровь, которая пролита за 600 лет истории, она ищет выхода. Невозможно проливать кровь без конца и безнаказательно. Ну, нереально это. Рано или поздно за это отвечает. Советский Союз ответил за кровь, пролитую во время Голодомора, убитую миллионы людей в Западной Украине, в Казахстане, на Кавказе. За волжских татар, которых в вагонах этих для скота увозили людей. За войнахов, за немцев по Волжье, за евреев, понимаете? Советский Союз ответил за это все своим разрушением, потому что невозможно было столько проливать крови и на этом построить империю. Правда, я всегда против резких перемен, резких переходов с одной власти на другую. Это ни к чему хорошему не приводит. Надо все исправлять постепенно. Уже дело было сделано, к сожалению, это черное дело. Надо было раскаяться, принять. И как ни странно, все-таки уже сейчас официально принято, да, что был геноцид войнахов. Принято, что советская власть действительно это преступление совершила. Народ должен принимать свою ошибку, свое преступление и раскаяться. Нельзя с этим грузом жить из поколения в поколение, тащить на себе. Дорогие друзья, не удивляйтесь, что время от времени у нас бывают такие катастрофы. Ведь вся страна построена на бесплатном труде заключенных, ученых, учителей, врачей, которых загнали в ГУЛАГи, уничтожили беспощадно. Правда ведь? Мы за этот труд не платили. За все эти ТЭСы, ГЭСы и все такое. Это абсолютно бесплатный рабский труд. И неудивительно, что вот так вот. Неудивительно, что Америка не особо-то воспринимается всеми народами. Сколько пролила крови, уничтожение индийцев, резервации их уничтожение, уничтожение аборигенов Австралии. За кровь нужно отвечать. И поэтому бесконечные катастрофы, катаклизмы. Люди должны понимать, что они должны покаяться перед душами,
Пускай не они убили, пусть их предки, пусть не их предки, но их соотечественники, неважно. Сделанное это черное дело. Души должны успокоиться. Как мы, скажем так, очищаем родовое проклятие, когда человек приходит? Мирим души жертв и палачей. Просим прощения, останавливаем. Объясняем, что достаточно уже пострадал род. Теперь этим дайте возможность жить. Они покаялись, они поняли, пожертвовали чем-то. То же самое должно происходить и с народами. Мы должны понимать, где ошибка, где неправильность, и покаяться за это. А не усугублять это, злорадствуя, хихикая, радуясь чему? Если боги наказывают, есть за что. Задуматься нужно. Теперь, если вы хотите начитать оберег на дом, ничего не нужно зажигать. Просто берете, лучше взять. Есть два варианта начитать. Просто стоять, смотреть, начитать, тоже сработает. А можно взять воду, даже в емкости, в бутылке, да, встать посреди, в лесу, не посреди леса, это середину леса искать. Встать в лесу, посмотреть на лес, начитать 3 раза, выплескивая воду на лес. Дальше. Перед дверями, да, значит, перед дверями своего дома встать лицом к выходу, взять там чашу с водой, начитывая, лить немного за порог. Чуть-чуть. И читать 3 раза. 2 варианта. Но и один, и второй срабатывают. Но лучше с водой делать. С водой оно просто, как бы сказать, от более сильных каких-то таких пожаров может спасти. То есть даже не коснется, даже близко не подойдет. А можно читать так, если у вас просто нет времени, или вы не учитывали, да, не взяли воду. Сначала так почитать, а потом с водой. Это очень сильный оберег от пожара. Особенно в этом году нам всем оно пригодится. Начитывайте на свой лес, на поле, где вы живете, на свой дом. Оберегайте себя от огня. Не коснется вас. Помните громоотвод? Я вам дала заговор. Знаете, сколько людей написали, что просто невероятно. Начитываешь, и гром отходит, уходит подальше. Уже гремит, беснуется в другом месте. Эти заговоры, вообще вся моя магия, она построена на просьбе к силам Вселенной. Друзья мои, я велосипед не изобрела. Я просто обновила, воскресила древние культы. Наши предки просили у богов и получали помощь. То же самое сейчас здесь. У богов, у предков, у духов мы просим и получаем помощь. Вы именно это делаете. То есть вы поклоняетесь, я служу. Мое служение совершенно другое. Я могу и более темным, более мрачным силам обращаться, к более зловещим силам и так далее. Но вам позволено обращаться именно к богам, к духам, к силам, и то к тем, которым я учу и объясняю вам. То есть мы с вами делаем то же самое, что делали наши предки. Просим у природы, просим у богов, просим у мироздания. Ничего здесь такого страшного, как некоторые хотят представить, нету. Все остальное – это религии, которые объявили вне закона все древнее, все колдовское, все языческое. Естественно, это конкуренция. Они должны были объявить вне закона и напугать народ, что, мол, если вы сделаете, я не знаю, там какая-то бесовщина, жуткие вещи, и все так, все было объявлено бесовщиной и прочее, прочее. А на самом деле бесы кто такие? Всего-то демоны низкого ранга. И все. Бесы могут как добро делать, так и зло. Это обычные духи. Но с ними работают именно жрецы, ведьмы. Почему? Потому что они их только слушают. Это та категория духов, которая слушает только практикующих людей. И все. И то тех, кто опытен. Вы при всем желании не сможете никакого беса призвать. Не придут, они к вам вообще игнорируют. Они игнорируют людей. Я как-то сниму про эту тему, и я вам объясню. Они игнорируют людей.
Совершенно. Их просьбы и все остальное вообще не считают нужным даже смотреть в вашу сторону. Поэтому при всем желании никаких бесов вызывать невозможно простому человеку. Так что не слушайте дураков. Вот что я вам скажу. Итак, заговор такой. Не нужно здесь ничем откупаться, ничего. Это оберег. Огненная царица, обойди нас, иди на море, иди на бездну, а нас не тревожь. Мы заговором сильны, великой защитой защищены. За нами, за нами благие духи идут. Они чаши с водой несут. Если огонь бесноваться станет, али пожар вдруг проснется, то духи станут пожар тушить, огонь задушат, в землю загонят. Не гори раз, не гори два, не гори три, ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. А коли посмеет огонь бесноваться, духи водою зальют, волны поднимут, тут же потушат. Да будет так, заклято. Еще раз. Огненная царица, обойди нас, иди на море, иди на бездну, а нас не тревожь. Мы заговором сильны, великой защитой защищены. За нами благие духи идут, они чаши с водою несут. Если огонь бесноваться станет, али пожар вдруг проснется, то духи станут пожар тушить, огонь задушат, в землю загонят. Не гори раз, не гори два, не гори три, ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. А коли посмеет огонь бесноваться, духи водою зальют, волны поднимут, тут же потушат. Да будет так, заклинаю. Огненная царица, обойди нас, иди на море, иди на бездну, а нас не тревожь. Мы заговором сильны, великой защитой защищены. За нами благие духи идут, они чаши с водой несут. Если огонь бесноваться станет, али пожар вдруг проснется, то духи станут пожар тушить. Огонь задушит, в землю загонят. Не гори раз, не гори два, не гори три, ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. А коли посмеет огонь бесноваться, духи водою зальют, волны поднимут, тут же потушат. Да будет так, заклято. Начитайте и можете спокойно жить. Ни ваш лес, ни ваш хутор, ни ваше село, ни ваш город не пострадают от пожаров. Всем удачи. И пусть вас обойдет огненная царица. Лучше без нее. Всем удачи.